Вы когда-нибудь задумывались, сколько стрел у вас вообще с собой? Нет, но если кончится, я просто возьму у врагов обратно. Экологично. Слушай, всегда было интересно, а это у тебя от Maybelline косметика? Да не, просто в муку в детстве упал. Но если серьезно, вы даже не представляете, сколько времени я трачу на макияж. Это же не шлем мыши надеть, братан. Да ну не гони, я сам ползарплаты сливаю на подводку глаз, чтоб в темноте не было видно. О чем я? Мы в дерьме. Мы в дерьме. Астрологи объявили месяц тупейших нейросетевых видосов. Я не могу сказать, что долго пришлось ждать, всего лишь месяц, и гугловский Veo 3 мощно так обновился. Теперь можно делать Image to Video. Просто закидываете фото в соотношении сторон 16 к 9, прописываете промпт и на выходе получаете ролик с озвучкой. Вода капец холодная, надо бы ее подогреть. Главное не спалиться. Теперь, чтобы пользоваться Veo 3, не обязательно продавать свою почку. Модель Fast генерирует чуть меньшего разрешения видео, но стоит в 10 раз дешевле. Это позволяет сделать намного больше попыток и при этом получить более контролируемый результат. Подскажите, а чем вы обычно питаетесь на завтрак? Голум любит на завтрак свежих отбитцев, но сегодня мы позавтракаем благерами. Здорово, кожаные мешки, кожаный мешок на связи, а интернет планомерно заваливается различным контентом, сгенерированным в нейросетях. Он дико угарный, где-то, конечно, кринжовый, но угарный. Там и котики в походе, и баба-яга в избушке, и блогеры в армии Наполеона. Только слепой будет отрицать, что нейроночки запустили свои лапки в развлекательный контент и уже уверенно себя чувствуют в медиасреде. Смотрите, какого милаша я лобзиком из дерева выпилил, пока делать было нечего. За нейронками настоящее и будущее. Какие-то профессии сейчас изживают себя, заменяются новыми профессиями. И некоторые особо инициативные ребятки вот на таких тупейших видосиках делают миллионные просмотры. Нет, я не завидую. Блин, моей пенсии на это добро не хватает. Надо с Элронда пятихатку сбить. Ребята, я вам ничего не продаю, здесь нет никаких обучающих курсов. Просто примите как данность факт важности нейросетей в развлекательном поле. Вот вам пример. Я по фану сделал видос с нейросетевой матрицей, дропнул его на нулевой канал, где было 0 подписчиков. И видео набрало 70 тысяч просмотров со старта. Если делать такой контент регулярно, можно нехило так прокачаться. В целом это дело можно было бы продолжить и мне, но если бы я этим сейчас занялся всерьез, на это тратится время, на это нужно тратить, выделять свое время, свой ресурс, то тогда бы об основном канале на YouTube можно было бы забыть. А все-таки 5 лет ютубинга как бы отменять не хочется. Ну а вот если вы готовы изменить свою сферу, пожалуйста, занимайтесь. Сейчас эта сфера еще не так уж и занята. Вот это булочки. Осторожно, мои булочки горячие. Приятного аппетита. Важно, Veo 3 все так же недоступен в РФ. Нужны танцы с бубном, с VPN, зарубежной картой, зарубежным номером телефона, зарубежным Gmail для того, чтобы все это организовать. У меня был аккаунт, но, честно говоря, я устал в него заходить через VPN и левый Gmail аккаунт. Поэтому подписку я себе отменил, и сейчас абсолютно все видео я генерирую через Telegram бот Syntax. Это не Олимпиада, это водопиада. Тут генерация одного видео стоит 19 токенов, это примерно 30 рублей. То есть за 30 рублей вы получаете полноценный готовый анимированный видеоролик с саунд-дизайном, озвучкой речи и липсинком. Да сейчас уже многие крупные компании, которые тратили несколько сотен на различный видеодизайн, делают нейросетевые рекламки за 30, рублей. Он вернулся. Готовьтесь к набананиванию. Давайте расскажу, как всем этим добром пользоваться. Что ты видишь? Ровно то же, что и ты. Вот оператор, вот звуковик и режиссер. Не давай ему говорить.
Заходим в бота, клацаем видео будущего и выбираем Veo. Прежде чем что-то отправлять, ребят, обязательно заходим в настройки и меняем модель на Veo 3 Fast. Именно она в 10 раз дешевле базовой модели, пожалуйста, не профукайте. Базовая модель у вас сожрет под 250 рублей за ролик. Хотя, если честно, разницы в качестве особо нет, особенно если смотреть на мобильном устройстве, делайте все в Veo 3 Fast. Далее нам нужно написать промпт. И это просто камень преткновения для большинства. Придумать годную идею — это капец как сложно. Если напишите короткий, абстрактный промпт, результат будет непредсказуем. Поэтому перед началом я крайне рекомендую зайти в чат GPT или аналогичную нейронку и прописать правило, которое будет нам помогать генерировать грамотные промпты. Типа ты будешь оформлять мои идеи в готовые промпты на английском языке, русскую речь оставляй в кавычках и в конце добавляй, что все персонажи говорят на русском языке. Далее прописывайте элементарную идею, и чат GPT ее раскроет. Он выдаст нам полотно, которое мы будем уже скармливать Veo 3. И спустя несколько минут наслаждаемся результатом. Я ем ложкой картошку, окрошку, лепешку. Что еще? Макарошки. Движение, голос, эмоции, синхронизация речи с мимикой в Veo 3 делается автоматически. От вас не требуется никаких знаний. Главное — это, опять же повторюсь, идея. Ну и умение эту идею донести хотя бы до чата GPT. Но самое интересное тут. Теперь появилась возможность Image to Video, а это значит, что вы можете оживлять и озвучивать реальных персонажей с намного большим контролем. Я ем ложкой картошку, окрошку, лепешку. Что еще? Макарошки. Ровно так я сделал тут. Слышь, Снежок, ты в коллективе шутки шутишь про меня? Что-то типа «Морфеус» — это книга, да? Мафей, я все отрицаю. Это все клевета. Поздно оправдываться. Придется надрать тебе зад. Я тебя ушатаю на раз, два. У меня опыт пьяных драк в мытищах пару лет. Блин, так чё ж ты сразу не сказал? Я бы ИДДQD прописал на бессмертие. И к твоему сведению, у меня взрослый разряд по пьяным дракам в коммунальных квартирах. Я взял кадры из «Матрицы», закинул их в Veo 3, прописал диалоги и из нескольких кусочков смонтировал минутный ролик. На все про все у меня ушло 19 попыток, из которых 7 я взял в итоговый монтаж. И вот если с видео вроде все просто, контроль достаточно хороший, то вот со звуком есть проблемы. Veo 3 не умеет делать голоса константными, и они от генерации к генерации могут отличаться. В качестве костыля можно делать сторонний синтез речи. Ровно так я поступил с голосом Морфеуса, синтезировал его речь из официального русского дубляжа через Eleven Labs, а потом в Final Cut накинул звуковую дорожку, заменив голос Veo 3. У него Никон, он избранный. А вот голос Нео я решил оставить без изменений, так же как и у Джокера. Уж очень круто он отыгрывал эмоции. Это же не шлем мыши надеть, братан. Ну а если генерируете свою мордашку, то озвучивайте себя на посте. Делов-то. Но это попадос, пацаны. Говорят, Густарев-то уже не настоящий. У меня ж башка кипит от этих новостей. Здорово, YouTube. Максим Густарев на связи. И сегодня у нас обзор на все объективы мира. Somebody help. Кстати, по генерации себя. Что если вы вдруг хотите ощутить себя в каком-нибудь фантастическом мире? Кто куда, а я с этой планетки по съебам. Можно сделать несколько болванок через Omni-Reference в Midjourney. Ролик я уже записывал, посмотрите его по всплывашке. Открываете Midjourney, делаете картинки, а далее их загружаете в чат GPT. Прописываете идею и потом, опять же, все это добро скармливаете Veo 3. Добрый день, я от Зевса. К вам досудебная претензия по поводу оплаты коммунальных услуг. У вас долг за электричество 15 серебряников. Если 8-секундного видео вам недостаточно, и вы хотите его продлить, пожалуйста, не клацайте на продление в самом боте. Так вы не сможете синтезировать голос и звук. Лучше закиньте готовую генерацию в видеоредактор, извлеките последний кадр и используйте именно его в новом запросе с новым промптом. Ну а потом все в монтажку, докидываете туда ролик, и вы получаете достаточно ровное продолжение. Либо я сплю, либо грибы были не опята. Ну и пусть. Надеюсь, меня отпустят, ребята.
Таким образом, уже сейчас можно склепать достаточно качественные реалистичные видео, ну, как минимум для мобильных устройств, в которое многие поверят. И в завершение дам один совет. Не подписался на канал, затвор на никоне залагал. Ребят, нейронки — это всего лишь инструмент. Самое главное — это ваша идея. Нет идеи, нет ТЗ, как бы говорится, результат ХЗ. Без адекватной идеи ничего дельного не выйдет, и только деньги профукаете. А вот если у вас идея присутствует, и эта идея абсурдно, комично, как-то фантастично, уверен, многие ролики смогут стать вирусными, набрать миллионы просмотров, а это, опять же, как мы видим, меняет жизнь многих авторов. Мое же дело донести эту информацию до вас. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал, ну а я как бы погнал делать обзор на все объективы мира. Увидимся.